Здравствуйте, дорогие друзья! Всем добрый день, всех приветствую. Меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями, с духовным миром, с тонкоматериальными цивилизациями. И я сегодня пригласила двух представителей Межзвездного Союза, руководителя нашего эгрегора Кассиопеи с планеты Бурхат Мирахкаунта. Он является социологом и политологом и уже больше 6000 лет изучает нашу планету. И тоже представителя планеты Бурхат Бергастра, который является руководителем службы безопасности галактики в нашем секторе. Да, кроме того, здесь еще присутствуют наши кураторы Лишион с планеты Шимор и Мидгаскал с планеты Ислер, потому что им тоже, возможно, будет что добавить. Да, всех приветствую. Да, я приветствую и Бергастра, приветствую. Давно, кстати, не общались с Бергастром. Мирахкаунта приветствую, Лишиони приветствую и Мид Гаскауса. Приветствую. Да, у нас сегодня такая интересная четверка. Четверка, да. Да, самые актуальные лица нашего проекта, потому что... И они сами хотят сказать галактическую новость. Она потому что важная. Супер. Какая галактическая новость? Важная новость галактическая. И именно сегодня, дорогие друзья, сегодня, буквально уже через несколько часов, начинается заседание на Бурхаде Совета по контактам с молодыми расами, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении физических контактов для всех. Для всех физических контактеров. Супер. Так, там будет, сразу хочу сказать, Мирахкаун говорит, мы там все будем участвовать, там будет горячая дискуссия. Да, я представляю. Так, давайте пожелаем им успеха. Они говорят, да, Бергастер сейчас говорит, мы все за то, чтобы возобновить, но я хочу сказать сразу, решение будет приниматься голосованием после обсуждения. Даже интересно, какое решение будет принято. Дорогие друзья, на следующем прямом эфире мы обязательно скажем, какое решение было принято. Может быть, или Ирина в клубе, наверное, на обратной связи уже расскажет. Да, Ириш, ты в клубе, наверное, сейчас следят за эгрегорами. Вот сейчас уже трое, где-то четверо суток следят за эгрегорами на Земле, отслеживают реакцию на сообщения об физических контактах, об инопланетянах. И сейчас то, что Ирина вышла в прямой эфир, и через нее, так как у нее установлены физические чипы, через нее, через ее глаза могут читать текст. Поэтому сейчас вы, как представители эгрегора Кассиопеи, напишите сами, чтобы увидели этот текст представителей Совета по контактам с молодыми расами всей галактики, то есть всего Межзвездного Союза. Важны ли вам лично физические контакты вашего основателя вашего проекта или нет? Да, Ирина имеет в виду себя, то есть нужны... меня. Да, потому что Ирина, как прекратили контакты, она перестала, я ее перестал на эти контакты возить, и вот уже сколько уже, практически 3 года, да, Да, 3 года уже прошло. Да, мы без Очень быстро, кстати, прошло 3 года, да? Кстати, я вообще, если честно, я даже сейчас не верю, что прошло уже 3 года. Так, смотрите, вот видите, через мои физические глаза это будет читать, дорогие друзья, ваши комментарии. Смотрите, видите, мои подписчики хотят моих физических контактов. Да. Угу. Понятно, именно вот для вас, потому что ваши сейчас слова, которые вы напишете, они будут одним из аргументов там, кстати. Да, дорогие друзья, если вы смотрите на телефоне, либо на ютубе, это... добавьте звук у себя, потому что мы проверили, звук у нас прямо на максималке стоит, у нас звук отличный. Поэтому, если какие-то есть проблемы со звуком, у себя либо на компьютере, либо на телефоне, либо в ютубе добавьте, пожалуйста, звука. Потому что у нас вся команда точно понимает, что звук у нас отличный. Сейчас, секундочку, у меня пролетела вот эта штучка, надо ее опустить ниже, а то не вижу комментарий. Во, все, теперь комментарий вижу. Да, сейчас мне просто Мисс говорит там. Угу. Так, хорошо. Я понял
Я понял ваш выбор, то, что вы, как представители Грегора, Кассиопеи, хотите это. То есть ваш выбор. Да, и тем более это будет ценно после 3 лет отсутствия физических контактов и после того, как вы, полностью понимая, что никаких физических доказательств предоставлено не будет никогда, вы все равно хотите этих контактов. Ну да. Да, это все понимают. Да, все, я неоднократно говорила, что физические контакты – это опасность не только для меня лично, но и для всей миссии Межзвездного Союза на Земле, потому что у них есть такие, так сказать, негласные договоры со спецслужбами земных правительств, чтобы они не показывали своих контактеров своими доказательствами. И Ну, они тоже не могут это нарушать. кстати, контакт был, вот мы общались с генералом Савиным, с воинской частью, у них даже целая была группа, которая выходила на эти физические контакты, и он сам неоднократно подтверждал эти контакты. Поэтому я знаю, что точно спецслужбы наших государств занимаются тем, что они настраивают тоже эти контакты. Я бы хотел спросить у Бергастера. Бергастер, подскажи, пожалуйста, Да, решение об этом сейчас, решение будет принято, но вот то, что вы сейчас пишете, мне сейчас Мирахам говорит, то сейчас вы пишете в комментариях эти записи, которые через физические чипы Ирины, мы же находимся в Австралии, мы не видим физический мир так, как он устроен в вашей комнате. Но через физические чипы контактера это все видно так же, как вашими обычными глазами. Поэтому ваши комментарии, ваша вот эта запись этого эфира, она тоже будет там транслироваться. Ну-ка. Да, вообще как-то все Так что всех сказочно интересно. Да, дорогие друзья, еще раз вам говорю, что мы никого ни в чем не переубеждаем. Вы можете верить, можете не верить нам. Но мы не истина в первой инстанции, но, по крайней мере, мы не можем не передавать вам то, что нам передают наши межзвездные друзья, так как мы это воспринимаем. Поэтому еще раз всех благодарим за то, что вы с нами. Я бы хотел задать вопрос очень такой интересный. А вот почему до сих пор, вот сколько существует уже лет, уже и религии даны, и вот и государство сформировано, а почему до сих пор наши правительства не дают информацию о существовании внеземных цивилизаций? Вот до сегодняшнего момента, потому что сейчас Трамп начал немножко Да, рассекречивать, мы об этом чуть-чуть позже подойдем. Почему правительства не дают информацию об этом контакте? Какое ваше мнение? мы это знаем, Бергастер сейчас говорит. Мы знаем об этом. У нас же есть определенные контактеры в тех кругах тоже, Угу. в ваших элитах. И мы знаем настроение там. Самая главная причина представителей ваших земных элит, первое, не желают выполнять законы Межзвездного Союза, которые предполагали бы вступление вашей планеты в наш Союз. Второе, у них есть серьезные опасения, и они, кстати, обоснованы, что при раскрытии полной информации о нашем присутствии на Земле произойдут народные беспокойство, волнение, связанные, первое, с желанием вступить в Межзвездный Союз отдельных людей и формирование на этой почве групп, которые будут противостоять правительству. Понимаешь, о чем я? Да. Что может вызвать дестабилизацию обстановки во многих странах. Второе, появление радикальных групп религиозных фанатиков из разных религий, которые будут сопротивляться движению присутствия инопланетян на Земле, сочтя их темными силами.
Ну да, об этом чуть-чуть будет позже даже То есть вопрос. вот ну вот это вот две главные причины, остальные там они этим обусловлены. По этой причине физическое присутствие на Земле наших цивилизаций есть. Мы уже 5 миллионов лет, наш Межзвездный союз, наши специалисты присутствуют на вашей планете, и не было ни одного дня, когда бы вас полностью покидали все цивилизации. За все 5 миллионов лет с момента открытия вашей планеты. Вы всегда находитесь рядом с нами. Ну, то есть показывает, да, мы и на Земле у нас есть базы, и в Солнечной системе, и не только на Луне, на обратной стороне Луны, но и на Марсе, на Венере, ну, под грунтом, на спутниках планет-гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. То есть Солнечная система такое достаточно знаменитое место в галактике. И почему именно Земля притягивает так? Очень многие интересуются, почему именно Земля притягивает так представителей разных цивилизаций. Земля уникальна по разнообразию форм жизни. Это первое. А второе, Земля уникальна по наличию вашей цивилизации, которая была изначально создана как эксперимент гибридизации. Вы же знаете, что вы были созданы в качестве эксперимента. Ну да. А теперь этот эксперимент пришел в такую фазу, что теперь вам самим выбирать свой путь. И именно 2026 год и последующий за ним 5-6 лет очень важные для вашей планеты, когда ваша история раздваивается. Либо по дороге в Межзвездный союз, либо по дороге к Третьей мировой войне в ее горячей фазе. То есть у нас два варианта, да? У нас третьего варианта, наверное, нету. Ну вот, пока вот сейчас вот вы на такой развилке. То есть мы стоим на развилке, либо мы принимаем условия и стараемся гармонизироваться в Межзвездный союз, либо мы уходим в Третью мировую войну. Да, это показывает состояние вашей ноосферы. Это не просто наши слова, они основаны на анализе состояния вашей ноосферы, ваших эгрегоров за последние 10-12 лет. А вот это вот состояние Третьей мировой войны, оно давно у нас уже в ноосфере? Или это вот только в этом году начало более сильно проявляться? Это тенденции последнего десятилетия, но с каждым годом эти тенденции увеличивают, то есть как нарастали, и сейчас вы стоите на развилке, либо вы осознаете единство друга, да, либо вы осознаете что вы все любимые дети Бога, вне зависимости от религии, национальности, языка, либо вы будете все больше и больше противостоять друг другу. Это не значит, что Третья мировая война в ее горячей фазе начнется прямо завтра там или через год. То есть это, если вы сделаете выбор в сторону от любви, в сторону от света, в сторону от Бога, то постепенно ваши внутренние противоречия между странами будут нарастать, и этот снежный ком приведет к тому, что однажды произойдет выплеск негативной энергии вот в такой форме. Ну, то есть есть такая большая вероятность. Да, вот Елена Дубовицкая пишет: дорогие Ирина и Максим, с вами хочет пообщаться чеченский провидец Айзен. Свяжитесь с ним. Что? Елизавета, дорогая, у нас есть все координаты, все контакты. Вы можете связаться Да. с нами лично. Мы, к сожалению, мы не будем ему писать, звонить. Почему? Потому что мы его не знаем. Если он хочет связаться, у нас есть телефон. Даже та же самая Елена Кузнецова, она потом лично на меня выведет. Это +7 988 910 2040. Мы всегда готовы пообщаться с любыми экстрасенсами, провидцами, людьми, которые занимаются духовным развитием. Даже мы готовы связаться и контактировать с проектами, которые тоже помогают людям
обретать в душе свет и помогают расти физически. У меня еще есть очень большая идея привлечь в наш проект людей, которые умеют обращаться с финансами. И научить людей, которые хотят развиваться духовно, развиваться финансово. Ну, напишите, пожалуйста, как вам такая идея, чтобы привлечь в наш проект и проводить в нашем ретритном центре мероприятия, направленные не только на духовное и физическое развитие, но и на финансовое развитие. Поэтому пишите на комментариях. Хочу от вас услышать, приветствуете ли вы такой момент и такое направление. Бергастер, я еще вот хочу спросить. Хочу сказать, что да, я понял. То, что сейчас сказал Максим, я тоже слышал. Действительно очень важно, дорогие друзья, не только повышать свои вибрации и работать над энергетикой, но и с точки зрения духовности подходить ко всем аспектам своей жизни, включая финансовый аспект, который очень важен для любого гуманоидного мира. Потому что на самом деле потоки денег – это отражение ваших потоков энергии. И действительно Максим сделал важное предложение. Это не просто какие-то способы заработать денег на вас. Это действительно инструмент для того, чтобы вы могли быть счастливы не только в медитациях, но и в физической жизни. Да, я уже сейчас, кстати, сегодня у меня встреча в 16:00 с одной компанией, с одной даже семьей, я скажу, которая готова рассказывать, как финансово расти и как сохранять и благополучно развиваться в финансовой сфере. Лишоник говорит. Он такой, да. Но, конечно, счастье в медитации, в соединении с высшим Я, в слиянии с Богом, конечно, это высшее блаженство, доступное человеку в этом теле. Но все-таки, если человек выходит из этого состояния и вокруг него долги, разрушенная финансовая система, то недолго это счастье продлится. То есть здесь материальный мир будет возвращать к реальности, на самом деле. Да, я благодарю вас, дорогие друзья, за обратную связь. Я прям вижу, что я правильную идею для того, чтобы здесь, в нашем центре, и духовно, и финансово, и физически развиваться. Да, тем более проект Кассиопея – это проект, направленный не только на контакт с нами, это проект направлен на контакты с духовным миром, с тонкоматериальными цивилизациями, на оздоровление организма человека и на физическом уровне, на духовном уровне, на психологическом уровне. Оздоровление – это как раз принятие в себя энергии здоровья во всех смыслах. Угу. Да. И я бы хотела сказать, вот я рассказала вам о развилке Да. вашей планеты, на которой стоит ваша планета. От 2026 года многое зависит. И, кстати, очень многое зависит от самих контактеров на Земле. Вы именно призваны стать примером для религии, для религиозных эгрегоров, если вы будете между собой сотрудничать, если вы будете принимать друг друга такими, какие вы есть, даже если ваша трактовка контактов и информации расходится кардинальным образом, вы дадите пример религиозным эгрегорам, которые призваны нести моральные нормы в общество, что им тоже можно объединиться в общих целях, а не бесконечно выяснять, кто ближе к Богу. Я считаю, что нужно в любом случае объединяться, в любом случае нужно гармонизироваться, и в любом случае нужно настраивать нашу планету на правильный, гармоничный выход из этой сложившейся ситуации. Смотрите, мы за то, чтобы гармонизироваться, сотрудничать с любыми контактерами, с любыми эзотериками, и мы никогда не смотрели на сходство или различие информации, потому что мы все прекрасно понимаем, что
все равно каждый контактер переводит ее по-своему. Мы это уже много раз видели. Тем более мы сами здесь обучаем контактеров. И у нас никогда не было именно различия в информации каким-то препятствием для сотрудничества. Препятствием для сотрудничества у нас были либо негативные, ну, какие-то негативная критика нас, и просто и не просто критика, а когда нас в чем-то обвиняли, когда в том, что мы вообще не делали, порождали низкие вибрации у наших зрителей, у наших участников нашего проекта, или когда мастера, которые у нас были, мы никогда не смотрели на различия в информации и в методах, мы все старались гармонизировать, но, к сожалению, бывало так, что они начинали свои финансовые махинации на наших подписчиках, и нам приходилось расставаться. Ну да. Но мы на самом деле за диалог, мы за сотрудничество с любыми, как и эзотерическими проектами, и за диалог с научным и религиозным сообществом. Мы готовы к дискуссии, к выяснению, что есть истина, и не боимся отказаться от своих каких-то убеждений и заблуждений, потому что истина, она многогранна, и невозможно ее полностью постичь за все жизни. Согласен. Бергастро, я вот хотел бы поинтересоваться, вот как ты считаешь, а что сейчас сподвигло президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дать такую, ну, не знаю, информацию о том, что они готовы рассекретить все информации об НЛО? Как вы считаете, готовы ли они рассекретить эти информации и почему именно сейчас они начали об этом говорить? Хороший вопрос, мы тоже смотрели эту ситуацию. Бергастер говорит, я беседовал с представителями тех баз, которые есть на территории Соединенных Штатов Америки, тех баз внеземных цивилизаций, встречался с ними, смотрел по эгрегорам Соединенных Штатов Америки и беседовал с его куратором Архангелом Метатроном. И вот что я могу сказать. На самом деле причина такого решения Дональда Трампа продиктована очень простым соображением. Его рейтинг, его поддержка среди народа падает. То есть он принимает такие решения, которые делают его непопулярным, так скажем, среди народа. В Конгрессе есть люди, которые являются сами контактерами. Но мы не будем называть фамилии. Но там есть такие люди. Интереснее уже. Они не открывают там свои контакты, потому что это сразу же выведет их на уровень либо докажи, либо увольняйся из-за психической нестабильности. Понимаешь, о чем? Ну да. Поэтому они скрывают свои контакты на своей работе. Но они внимательно следят за темой НЛО в американском обществе. То есть они это воспринимают как возможность для народа узнать о том, что им говорят их кураторы, в том числе о спецслужбах, которые скрывают информацию о присутствии баз инопланетных представителей внеземных цивилизаций и о том, что существуют секретные базы спецслужб Соединенных Штатов Америки, где удерживают до сих пор пленных инопланетян, то есть инопланетных
пленных жителей других миров, которые попали к ним из-за того, что были, например, сбиты летающие тарелки, или даже они были захвачены военным путем из-за того, что их контактер пришел на контакт с оружием. Ну, то есть, правильно ли я сейчас понял? То есть, это все создано для того, чтобы повысить просто себе рейтинг как президенту? Так вот он сам, сейчас, вот эти вот люди в Конгрессе, которые контактеры, они через своих знакомых в редакциях газет, в ведущих СМИ США, они начали инициировать тему, что спецслужбы США скрывают правду об инопланетянах. А Дональд Трамп увидел это и решил создать образ, что он является тем, кто раскрывает тайны, что он тот, кто против спецслужб, который раскрывает тайны, которые скрывали десятилетиями, для того, чтобы люди к нему положительно относились, для того, чтобы они поверили ему, что он за народ, вот как за правду, и использовать это в своей политической карьере. Но он знает эту, то есть показывает, что он знает эту правду, но он будет раскрывать ее дозированно, раскроет то какая у нас есть информация по эгрегору. Он собирается, по нашему мнению, конечно, да, по нашему мнению, он собирается раскрывать дозированно, чтобы поддерживать интерес. Те фотографии, документы, которые просто выглядят неоднозначно, но не показывают прямого доказательства присутствия инопланетных цивилизаций на территории Соединенных Штатов Америки или же вообще на Земле. По какой причине он не хочет, он не желает раскрывать это все, я уже сказал, по той же причине, что и вообще элита Земли. Ну, то есть по его причине, что он будет просто вот как играть так, но полностью не раскроет. Я видел, я смотрел материалы, которые Мгм. выставлены на этом сайте, Мгм. но я скажу, что эти материалы есть и в общем доступе многие. То есть, это просто информация о том, что какие-то необъяснимые вещи появляются, о том, что какие-то типа корабли, но никакой конкретики в этой информации там нету. То есть, там нет рассекречивания информации. Вот я подписан на разные уфологические каналы, там и то больше видео информации, чем даны вот в этих рассекречиваемых файлах. То есть, я там не увидел никакого рассекречивания. Я там увидел просто какую-то информацию о том, что есть какие-то неопознанные летающие объекты, есть какие-то феномены, но конкретного раскрытия я там не видел. Есть видеозаписи, есть фотографии, есть даже фотографии и видео, ну, то есть показывает вот как тарелка, вот мне сейчас показывают, вот как летающая тарелка приземляется, из нее выходят какие-то, ну, как я сейчас понимаю, это шиганцы, то есть маленькие Да, такие. да, есть видео. И когда люди начинают это все смотреть, очень много посещают людей эти сайты, и не только из Соединенных Штатов Америки. Когда люди начинают это смотреть, им ничего не объясняют, ну что это. Им просто говорят, завтра увидите еще там. То есть вот как вот обещают. Ага. И еще они говорят, что это решать вам, мы не знаем. Ну, то есть, никакого рассекречивания толком информации, получается, не происходит. Типа, они просто вбрасывают дезу о том, что вот смотрите, решайте сами. Они тем более говорят, что это все, что им известно. А больше якобы ничего нет. А как ты думаешь, Бергастер, будет ли все-таки действительно какое-то рассекречивание информации
у внеземных Не цивилизаций? вижу возможности такой. Я уже сказала причину, почему они не хотят открыть. Им тогда придется открыть всю работу своих спецслужб. И причину, по какой причине это скрывалось раньше, и причину, по которой все это скрывалось раньше, а это многолетнее, практически с начала 20 века, структура, которая уже начинается в военных частях, которая начинается в, как бы так сказать, вы знаете, что такое Центральное разведывательное управление. Да. Вот там и спецслужбы по всему миру, которые контактируют между собой по неофициальным источникам. То есть они между собой, вот эти секретные ведомства, они информацией обмениваются, Да, да? да, несомненно. И то есть они знают, где у кого какие инопланетяне там в заложниках держатся, где какие технологии летающей тарелки разрабатываются, да? То есть обратные технологии, которые применяются при... Я хочу сказать, что эти представители землян, которые этим занимаются, они очень, на самом деле, агрессивно настроены по отношению вообще к Межзвездному Союзу и к инопланетной жизни вообще. А в связи с чем это связано? В связи с их убеждениями, что якобы, да, в связи с их убеждениями, что у наших представителей есть свои планы на Землю, которые мы им якобы не раскрываем. Ну, негативные планы. Можно сказать проще, они нас подозревают в том, что мы хотим подорвать авторитет земной власти, постепенно втереться в доверие и потом уже использовать вас в разных своих целях, которые они выдумывают сами, вплоть до того, что обвиняют нас в людоедстве, например. Бергас, а что бы ты хотел сказать тем, кто так думает? Вот прямо вот сейчас, вот через Ирину Подзорову, может быть, кто-то услышит тебя? Может быть, кто-то посмотрит этот эфир из спецслужб, либо еще кто-то. Вот что бы ты хотел реально сказать, для чего вы хотите вступить в контакт с землянами? Я хочу сказать, что такие есть люди с такими убеждениями не только среди спецслужб, но и среди эзотериков и других контактеров. Есть же контактеры с архонтами, есть контактеры с низковибрационными плазмоидными цивилизациями, есть контактеры с Орденом Шести. И вот среди этих спецслужб тоже такие есть на самом деле. То есть это не просто люди, которые заблуждаются, это люди, которые сделали осознанный выбор. Люди, которые сделали осознанный выбор, не доверять нам. Я даже знаю, что есть контактеры, которые под видом контакта, которые не верят, сейчас я объясню, которые не верят своему высшему я, свое высшее я считают за паразита, который, за энергетического паразита, который у них забирает энергию, а негативного плазмоида, который к ним приходит и настраивает его против Бога и ангелов, считает за свою истинную суть. Да, я понял. Ты видел таких? Да, видел таких. Действительно, таких встречал? очень. Да, и таких много. Есть те, кто контактирует прям вот с демоническими структурами, но всех убеждают, что это ангелы. А есть те, которые не доверяют ни демонам, ни ангелам, считают, что они общаются, ну, как бы вот сейчас показывают, со своей аватарой, со своим воплощением в прошлом или в будущем. Но это негативный плазмоид. Да. А может ли это быть связано с тем, что США, допустим, с помощью технологий голограмм хотят инициировать контакт с НЛО и тем самым запугать человечество? Такое может быть? Да.
У них есть такие планы, чтобы, ну, не с помощью голограмм, а с помощью намеренной провокации, связанной с ядерным вооружением, вынудить выйти Межзвездный союз на открытый массовый контакт. Но эти планы у них просто есть. Они там сами в нем сомневаются, потому что они понимают, что в этом случае будет столкновение сил Межзвездного союза и их. А они прекрасно понимают по сбитым, по исследованию сбитых космических кораблей, что они не смогут продержаться и час в этой войне. Да. Но мы этого не хотим. Мы не хотим разоплощать вас даже для защиты. Мы хотим, чтобы вы сами выбрали свой путь, даже если если нас не устроит, это ваше право. А еще есть такая версия, что Соединенные Штаты, давая информацию об инопланетянах, ну, будут людей убеждать, что они существуют, но потом резко дадут негативную информацию о них и о том, что вы являетесь захватчиками, деструктивными сущностями там, и о том, что от вас нужно защищаться. Такое тоже есть, такая информация тоже есть. Да, они могут и, кстати, дискредитировать контактеров, они могут устраивать и различные критику, и могут в том числе фабриковать уголовные дела или же дела лишения дееспособности именно для того, чтобы не допустить распространения информации, которая им кажется нежелательной. А как ты считаешь, зачем перед рассекречиванием файлов вице-президент США Джей Ди Венс публично заявил, что считает НЛО демоническими проявлениями? Это один из примеров того, о чем я говорила. На самом деле таких людей много. Ну, то есть это просто его личное мнение, там никакой-то подоплеки вообще в информации в его нету, да? Понимаешь, одна из фотографий, которая была рассекречена, вызвала дискуссию о том, что она похожа на описанные в Библии объекты. Ну, похожи они на описанные в Библии объекты. Демонического характера имеется в виду? Нет, там были объекты, которые пророком Иезекиилем считались как ангелы, херувимы. Когда, может быть, ты читал это, есть. Возьмите, пожалуйста, книгу пророка Иезекииля, 1 главу. Это часть Библии. Там есть описание, да, сейчас я помню, мираккаунт мне сейчас показывает. Там есть описание о том, как пророк Иезекииль, пророк это аналог древнего контактера. Просто он так и назывался, потому что он передавал информацию. И когда он был возле реки, он увидел, что к нему приближаются объекты. И он их описывал, конечно, на своем языке, что это некие колеса, которые полны глаз. Колеса полны глаз? Ну, как он еще иллюминатор, например, опишет. Ну да. Он их не описывает как окна. Не было окон в таком понимании, как сейчас, там, круглых и так далее. Что скажешь? Читал это? Нет, не читал. И вот это одно из рассекреченных видео как раз показывает похожий объект, который снял камера на самолете. Видеокамера на самолете. И люди, когда посмотрели это рассекреченное видео, оно было долго засекречено, они стали сами писать, что это похоже на те самые колеса, на то самое колесо, которое описано в Библии, а там оно названо ангелом, что это от Бога.
И поэтому люди стали писать, те, которые негативно относятся к инопланетянам, они начали писать, что сатана может принять вид ангелов, чтобы нас смутить. А почему они так пишут? Они прекрасно понимают, что если мы прилетим открыто и вступим в контакт с Землей, всем религиозным конфессиям придется как-то сделать какие-то заявления о том, что происходит. Вот ты сам знаешь концепции религиозных эгрегоров в том месте, где ты живешь. Как ты думаешь, какую позицию они займут? О том, что демоны начали проявляться в мироздании. Они эту позицию займут, потому что они эту позицию занимали до этого. Не только поэтому. Они бы могли занять позицию, что это наши звездные братья, тоже сотворенные Богом, которые находятся возле других планет. В принципе, ничто в Библии такому, или в Коране, или в Библии, ничто не мешает такому толкованию. Но они же сразу будут оценивать нас не только то, что мы на другой планете. Они будут оценивать нас по тем идеям о Боге и о духовном пути, который мы принесем. А эти идеи, если говорить очень мягко, они не совсем совместимы с идеями всех религиозных эгрегоров на планете Земля. Да, мы изначально давали эти религии, но со временем люди понимали их по-своему, и получилось то, что получилось. И теперь уже есть такая вот опасность конфликта. То есть опасность конфликта существует, что вы проявитесь, и опасность конфликта существует, что даже если вы не проявите. То есть у нас в любом случае опасность конфликта получается. Если проявимся, без вашей... То есть если вы будете сами готовы, и это будет видно в ноосфере, в состоянии ваших эгрегоров, то ваши религиозные эгрегоры тоже будут готовы. Они будут более мягко относиться к идеям, которые противоречат их, видимым образом противоречат их догматам. А теперь, ты сам же знаешь, вот ты же вспомни, ты заходишь в монастырь и рассказываешь о контакте, что тебе отвечают? Да, мне отвечают, что это все демоны и проявления сатаны. Потому что другой эгрегор. Да. А теперь, хорошо, представь, если бы ты зашел не один, а рядом с тобой бы стоял в своем физическом теле, в том виде, в котором он есть, например, Лишуань. Я бы, не знаю, наверное, челюсть бы отпала у монаха. Что бы он... Я думаю, что был бы шок. А сказал бы что? Или ничего бы не сказал? Я боюсь, что... Говорить бы он не смог. Я даже боюсь себе представить эту ситуацию и не понимаю, что бы произошло. Но что-то явно неординарное произошло бы. Сначала бы могли бы его принять, как Ирина приняла Кирхитона просто за переодетого землянина. Да, действительно, могли за переодетого землянина принять. Что это какая-то шутка. Ты же знаешь, что можно даже там рост себе увеличить. Там. Да. Вот такие есть. Вот типа таких накладок, вот показывает на ноги. Угу. Что ты как бы выше кажешься. Или одеть костюм инопланетянина, ты же знаешь, что можно так сделать. Вначале могли бы принять это за шутку. Мне кажется, они так бы и приняли за шутку бы это все. И сказали, что выйдите из церкви и переоденетесь, наверное. А он бы сказал, нет, это мое тело, я Шимора. Могли бы вызвать полицию или, например, еще каких-то представителей власти. Что скажешь? Да, скажу, что я даже не представляю, что бы произошло. Это даже неописуемое. Так, а теперь давайте представим, приезжает полиция, или что-нибудь спрашивает, так, ваши документики, пожалуйста. Да. Он показывает Шиморскую. Нет, говорит, у меня чип, у меня нет паспорта, у меня чип только. А как же вот сейчас... И его бы повезли лично. Ну да. Смешно вообще. Мир аккаунт, либо Бергастер. Вот скажите, а вот сейчас даже то, что правительство США начали говорить об инопланетянах, о рассекречивании инопланетян, как это повлияет на религиозные эгрегоры в Соединенных Штатах? То есть это же надо религии теперь что-то говорить. Я хочу сказать, что это не случайно. Архангел Метатрон сказал так, что
пришло время проявления этой информации как раз для того, чтобы мягким и постепенным образом побудить и научный, и эгрегор науки, и эгрегор религии к диалогу с уфологами, с эзотерическим сообществом, и чтобы выработать более мягкое и адекватное отношение к инопланетной жизни. То есть это не случайно, а для того, чтобы, то есть это вот не случайно проявилось в это время, а для того, что, чтобы постепенно оповестить людей мягким образом, что все это существует, чтобы они привыкли к этому. И последующий открытый массовый контакт, когда вы будете готовы, прошел более мягко. То есть это как подготовка такая. Я понял. Ну, то есть, в принципе, как это повлияет, допустим, на другие страны? Захотят ли другие, как вы думаете, захотят ли другие страны начать тоже давать и рассекречивать информацию о внеземных цивилизациях? Я объяснил, что с точки зрения Трампа это было попыткой не только привлечь внимание, но и заручиться поддержкой народа. А у правителей других стран другие способы взаимодействия с народом, поэтому навряд ли, пока мы не видим таких тенденций. А, Даже если был бы другой президент, он бы мог, например, Барак Обама или еще кто-либо, Байден там, да, то есть они могли вообще не принять такое решение. Мне вообще в какой-то момент показалось, что все пространство специально создала для проекта Кассиопею вот этот информационный шум, чтобы нас не так сильно хейтили, не так сильно хаяли, что мы тут с ума сошли, несем какую-то чушь, а тут даже сам президент Соединенных Штатов начинает говорить о том, что инопланетяне существуют. Ну, постепенно такая подготовка. Нет, ну вот представь, до Дональда Трампа, он ведь уже не первый срок этот занимает. Ну да. Когда он был президентом в прошлый раз, эти же материалы, они на самом деле были, и он о них знал. Он же не говорил о секрете, потому что ситуация была другая. Вот наши люди, которые смотрят наши эфиры, которые нам писали вопросы, сейчас я читаю, а вопрос такой будет провокационный достаточно. Я бы хотел, чтобы на него ответил Бергастер. Хорошо. Согласно расследованию бывшего американского военного Вильяма Купера, после Второй мировой войны власти США получили сведения о новых технологиях от НЛО в обмен на квоту на похищение людей. Можешь ли ты подтвердить или опровергнуть эту информацию? Что значит похищение? Объясни, пожалуйста. Ну, на похищение людей. Ну, то есть за то, что какие-то внеземные цивилизации дали какие-то возможности разработки новых технологий, власти разрешили официально забирать людей с планеты и делать с ними эксперименты. Они не могут им запретить. Для любого физического контакта, в том числе и несанкционированного, и с похищением, никакое разрешение властей Земли не нужно. Никто это не спрашивает. Это просто невозможно следить. Это было бы реально, если бы каждому человеку Земли правительство могло бы поставить охрану от внеземного контакта. Но это невозможно. Где-то там на ферме, в лесу уж охранять, чтобы его не похитили. Никто не спрашивает об этом. Не подтверждает, потому что он говорит, что это, ну, смысл. Ну, даже я готов представить, что какие-то представители, там, ну, пусть даже не из Межзвездного Союза, там, из Ордена Шести даже пусть, под видом ученых, например, исследующих, там, очень много исследуют ваш океан, формы жизни в океане, каких-то редкие виды скатов каких-то. Вот биолог пролетел, например, с рептилоидной цивилизацией Ордена Шести, формального повода отказать у нас нет на Бурхаде. Он не запрашивал физический контакт с землянами,
Он просто говорил, я лечу изучать в Тихом океане скатов, например. Мгм. Хорошо, ты ученый, ты имеешь на это право. Он прилетает, и вдруг он выходит на контакт с правительством одной из стран, чтобы кого-то похищать в обмен на технологии. Сразу же возникает вопрос, а для чего ему давать технологии, если он может похищать без договора? Он сам себе для чего будет усложнять а, свою деятельность? Если только он сошел с ума, но такое неадекватное поведение будет сразу же видно его коллегам и представителям той базы, где он находится. Я сейчас скажу, он просто ответил, что они не считают нужным договариваться с каким-то правительством. Для них они... Я понял, благодарю. Опять, это потому, что все представители, практически все представители Межзвездного Союза, они не считают людей собственностью правительства, и что именно с правительством нужно договариваться о контактах. Они считают, что каждый человек имеет право контактировать с кем хочет без разрешения. Я понял. Вот говорят, что вот, есть такая версия, что большая часть аппаратов, которые появляются в нашем околоземном пространстве, это теневая разработка уже компаний, аж говорить не дают, что теневая разработка компаний, которые, ну как это уже, подобрали ключ к изобретению различных объектов, там, чтобы можно было перемещаться не на двигателях, которые земные, а уже с технологиями внеземными. То есть это разработка уже наших здесь спецслужб, вот эти вот летающие тарелки. Это действительно так? Где ты видел такую разработку? А? Где ты видел такую разработку? Нет, но есть такая версия, что есть компании, которые пользовались обратным, как это называется, обратными технологиями, и с теми НЛО, с которые упали там, либо их сбили, они взяли эти технологии и уже внедряют их ну, в разработки. Изучают. Изучают, Ну, да? как ты их внедришь? Я тебе сейчас скажу, даже небольшой разрыв с технологиями. Вот возьми, не знаю, там, машину, автомобиль, обычный автомобиль, который технология, ну, вот, этого века, и отправь ее, ну, так сказать, век в 10. Что-нибудь там с ней делать. Ну да, это как туземцам показать самолет. Но будут там как-то пытаться разбирать, так как даже инструментов нету, чтобы его разобрать. Нет ни ключей, ни отверток в то время. Будут пытаться как-то камнями, палками какими-то там железными или там железными инструментами, которые у них будут, там топорами, молотками и так далее, пытаться разбить окно, посмотреть, из чего состоит сиденье, а что это там за стрелочки впереди, что они показывают, как они будут использовать эту технологию. Во-первых, они ни бензин не добудут, чтобы туда залить. И ничего. Ну, если там бензин будут, они попытаются, конечно же, сесть, нажать на педали, куда-то поехать. Но они врежутся в ближайшее же дерево. Они не умеют рулить. Как они будут использовать эту технологию? Ну, понятно, я понял. Что ты скажешь? Ну, я скажу, что, может быть, какие-то умельцы там двигатели на магнитных подушках Даже если это разрабатывают. будут умельцы X века, как они будут использовать технологию машин? У них представление о науке совсем другое. Даже, да, крупные ученые X века, какие-нибудь там, да, им поставь твою машину, у них нет понимания, что такое двигатель внутреннего сгорания, почему он так устроен, откуда эта жидкость там, которая неприятно пахнет, и почему вообще колеса двигаются. У них нет понимания, что именно сгорание бензина движет тот вал, на котором стоят колеса. Они же, для них огонь это костер. Все. Ну да. А о том, что он может быть контролируемый и как-то что-то вращать, для них это вообще непонятно. Они скажут, это колдовство, то и все. И это
На самом деле еще небольшой разрыв. X век и 21 век. Это 11 веков. А представьте, эти технологии у нас и много миллионов лет. Да, я понял. Понимаешь разрыв? Да, да, да. Еще утверждается некоторыми американскими контактерами о том, что правительство США ведет тайную гибридизацию инопланетных генов с нашими генами. Это правда или нет? Ну, есть такие попытки экспериментов. Кстати, таких экспериментов больше, и в том числе с захваченными инопланетянами, больше не в США, а в Китае. То есть в Китае даже больше разработок? Ну, разработок связан с генетическими именно экспериментами, и они там даже пытаются скрестить гены инопланетян с животными. Вообще. Ну, то есть показывать, А есть ли что какие-то удачные эксперименты скрещивания? чтобы там продлить им жизнь, чтобы они могли показать, то есть как сейчас, чтобы они могли показать на своем поколении, как это будет воздействовать на людей, и они хотят с помощью долго живущих инопланетян стать сами, ну вот как бы, ну не бессмертными, а значительно увеличить продолжительность жизни. А есть ли какие-то эксперименты, которые сработали? Ну так, есть, у них есть эксперименты, успехи в клонировании, у них есть успехи некоторые в контактах с Диснитом, с планетой Диснит, с планетой Тихт, с планетой, ну я не знаю, как она на Даральском называется, Аршаума, это на Бурхатском. Соответственно, там есть некоторые подсказки, которые позволили им производить таких достаточно интересных по совершенству роботов и производить клонирование животных. Очень интересно, кстати. Я даже не знал, что больше китайцы экспериментируют с такими вещами. Да, у них там тоже есть свои спецслужбы, которые, как сказать, в них работает много ученых, которые не просто удерживают этих инопланетян, но активно пытаются наладить с ними сотрудничество, обещают, что обещают свободу в обмен на некоторые данные, которые им известны. И действительно были такие, которых выпустили. Их забрали. Их забрали представители Межзвездного Союза. Такое было. Кого забрали представители? Ну, инопланетян, которые попали в плен к этим китайским спецслужбам, а потом дали им некоторую информацию, которая была им известна, которая была дана в обмен на свободу. И их выпустили за это. По технологиям. То есть даже такое было, что выпускали инопланетян. То есть китайцы выпускают инопланетян. Да, здесь они более такие лояльные. Что с каждым разом все больше интересной информации я узнаю. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста. Почему не забирают? Он уже объяснял, да, очень интересно. Я помню, что Аштар Шаран это объяснял 3 года назад, когда Гряра Мурати держали. Причем по чипу можно было вычислить там местоположение, но дело не в этом. Забрать это означает, сейчас я расскажу, как устроены эти базы. Если просто все выключить, это не поможет. Там двери закрываются и открываются только по личному документу. То есть показывают, вот как вот прикладываешь что-то, и они открываются. Угу. И если просто заблокировать, то у них есть такой компьютер, который при постороннем вмешательстве просто все перекрывает, начинается тревога, и их могут, этих, кто там находится, у них есть такое правило при попытке освобождения, при попытке проникновения, сразу же лишать жизни тех инопланетян, которые там находятся, и заметать следы. Ну, то есть выводить из воплощения.
Я понял. Ну, то есть это попытки их освобождения, это приведет их к быстрому выходу из воплощения и, скорее всего, столкновению с теми, кто там находится. Да, мы, например, вот я 6000 лет назад, да, вот сейчас, я уже прожил 6000 лет, и 2000 лет назад я как раз был одним из тех, кто забирал тело Иисуса из пещеры. Там было все просто. Это была пещера, и которую охранял отряд солдат, но им не было нанесено вреда. Просто направили на них парализующий луч, который действует на нервную систему, они не могли пошевелиться. Отодвинули гравитационным лучом камень, зашли в пещеру, с помощью антигравитационного устройства подняли его тело и унесли. И все. А он не был где-то под землей спрятан, не было там никаких устройств, которые... Даже попытка вмешаться в которые сразу же стало известно охране. И это, на самом деле попытка их забрать может и приведет по внутреннему регламенту к их быстрому выходу из воплощения. Вот и все. Собирается ли вообще Россия, так же как Соединенные Штаты, давать хоть какие-то информации об НЛО? Как по вашим сведениям? Россия. Да. В России очень сильные традиции христианства, православия, и по этой причине руководители, политические руководители государственного российского эгрегора, а точнее даже президент, он прекрасно понимает, что обнародовав такое, он войдет в конфликт с ведущими религиозными эгрегорами и научными эгрегорами, потому что все-таки США не проходила такой опыт атеизма и отрицания всего непонятного, всего мистического, как это сделала Россия в составе СССР. И поэтому научная общественность здесь совершенно по-другому относится к инопланетной жизни. Не как к возможному интересному феномену, а как к теме, которая может легко становиться инструментом мошенников. И по этой причине он, ну вот, если смотреть по состоянию государственного эгрегора в России, видно, что при решении президента это все обнародовать, это вызовет еще больший конфликт, потому что это войдет в диссонанс с религиозными эгрегорами и с научным эгрегором, и президент прекрасно это понимает, навряд ли. Я хотел бы спросить, как вы считаете, кто стоит за исчезновением ученых американских, которые были связаны с изучением НЛО? И после того, как была дана команда рассекретить информацию, эти ученые начали пропадать. И это связано с работой тех же самых спецслужб, потому что они не знали точно, что будет рассекречивать Трамп. И по этой причине они решили убрать из вида тех, вот сейчас показывают как похищение, похитить тех ученых, которые, по их мнению, знают, у них много как материалов, и в том числе они знают об существовании этих спецслужб. Конечно, ты можешь спросить, по какой причине тогда самого Трампа не убрали за это, не похитили, не убрали, ничего не сделали. У него очень большая охрана, на него уже много раз покушались. И спецслужбы опасаются это делать напрямую после таких заявлений, потому что это вызовет еще больше подозрения и внимания к ним и привести к раскрытию всей информации. То есть они пропали не а они потом появятся или они навсегда пропали? Как вы думаете? Я вижу, что некоторые уже выведены из воплощения. Многие из них выведены из воплощения. Жесть. Я понял. Такая тема скользкая.
А вот, допустим, там уфолог Дэвид Уолкок там застрелился 3 недели назад. Это реально он застрелился или это все могли подстроить спецслужбы? Нужно смотреть по конкретному а, личности, там, да, проверять в эгрегоре, что случилось, потому что, да, выходить на контакт с его духом или высшим я, э, это нужно время. Есть ли какие-то, вот, как вы противодействуете, допустим, контактам Ордена Шести с нашими землянами? Есть ли какая-то группа, которая как координирует, курирует, там, как-то отсекает эти контакты деструктивного формата? Мы просто сейчас у нас есть и были уже, у нас уже были правила еще до временной отмены физических контактов у нас были правила, что физические контакты с землянами с любых цивилизаций допустимы только с разрешения Совета по контактам на Бурхаде, потому что именно Бурхад инициировал ваше создание как гибридной расы. Но астральные контакты никак невозможно контролировать и как-то пресекать, потому что это личный контакт на расстоянии, и здесь только ответственность самого человека. Ну, то есть он мне говорит, что физически, да, они контролируют тем, что они по разрешению только дают возможность прилететь сюда, показать, то есть, да, давали возможность показать, что они именно физические контактеры, цель контактов и так далее. А астральный контакт никак не контролируется. Вот действительно было бы интересно провести с Дэвидом Уолкоком, с его духом эфир, что он по этому поводу интересно Ну, скажет. надо же его найти, где он, и спросить согласия, не знаю. Ну да, он же только недавно вышел из воплощения. Не знаю, даже не в курсе. Мгм. А скажите, пожалуйста, а не угрожает ли вот это вот раскрытие информации и вообще, в принципе, то, что сейчас происходит, проекту Кассиопея? Нет, это не угрожает. Да, есть некоторая вероятность того, что при возобновлении, все-таки, если решат возобновить физические контакты, ну, если весь Межзвездный Союз проголосует, ну, вернее, не весь Союз, а Совет по контактам там Да. это Мгм. заведует. И если он решит, утвердит это решение, и если контакты возобновятся у Ирины, и она будет об этом рассказывать, то есть некоторая такая вероятность, что это привлечет еще большее внимание к вашему проекту и к его работе, и со стороны в том числе критиков. И тех, кто... Ну, спецслужбы уже и так знают, что она, контактеры, что она рассказывает. Но без физических доказательств для нее это безопасно, именно со стороны спецслужб. Но, как понимаешь, в открытом информационном поле от критики ваш проект никто не защитит. Да нет, к критике я уже привык. И я Но даже к уже... таким достаточно жестким вариантам, связанным с попыткой дискредитировать весь этот контакт как специально направленную на людей дезинформацию с целью не просто заработать деньги, а дестабилизировать религиозные эгрегоры. То есть, возможно, такие обвинения. Дестабилизировать религиозные эгрегоры? Да. Тем более, если ее физические контакты в случае их продолжения будут связаны с посещением, ну, например, там, планеты Бурхат, где живет Иисус Христос, еще что-то. Да, ну, мы в любом случае следим за ситуацией и следим за взаимодействием эгрегора государства России
и эгрегора Кассиопеи. И если мы увидим, что это, этот физический контакт каким-либо образом вредит существованию проекта или дискредитирует его, то, конечно же, он будет прекращен, это даже без вариантов. И Ирина сама не согласится на это. Я понял. Я благодарю вас за поддержку, я благодарю вас за ту любовь, которую вы проявляете Ну к да, я нашему не... проекту. Что, да? Я очень хочу, чтобы многие люди действительно задумались и поняли, что мы не одни во Вселенной, что существуют другие расы, цивилизации. Мы не хотим вступать в конфликты с нашими религиозными эгрегорами. Я очень люблю наше христианство и многие другие религии. Поэтому Они немножко по-другому воспринимают конфликт. Конфликт для них состоит в том, что вы даете информацию, которая противоречит их догматам, которые в их понимании установлены от Бога. По этой причине они это уже, раз вы это делаете осознанно и публично, они уже это решение воспринимают, ну, как готовность к конфликту, так скажем. а что мы можем сделать для того, чтобы гармонизировать эту ситуацию? Есть какие-то рекомендации? Да, быть, конечно, есть. Быть собой, не отказываться от своих слов, от своих контактов. Но при критике не, да, принимать ее с любовью, принимать право на другое, на их мнение и говорить о том, что да, вы имеете право так считать, но у нас вот такая вот информация. Обязательно говорить, что это лишь ваше субъективное восприятие, что никак это не доказано, что на самом деле так и есть. И что вы желаете помочь людям. То есть помочь в том, чтобы они больше любили Бога, в том, чтобы они любили себя, чтобы они были гармоничными, здоровыми и так далее. Но не вступать в полемику, ну, то есть не в то, что в спор, а в полемику на переход на личности. То есть не обвинять их, что они там фанатики, что они, ну, там какие-то там зомбированные и так далее. Это будет еще больше их озлоблять. Просто говорить, да, мы другие, но мы желаем вам добра. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому эфиру, напишите, пожалуйста, комментарий, нравится ли вам эфир, потому что это поможет продвижению всей нашей информации, которую мы даем. Да. И еще, чем больше вы будете открыты перед общением с другими эгрегорами, с их представителями, и чем с большим любовью вы будете их встречать, в том числе в своих информационных материалах, в своих информационных чатах, тем более лояльное будет к вам отношение. Если вы будете закрываться в своих контактах, в своей истине и критиковать других, это еще больше их озлобит. Да нет, мы открыты для общения на самом деле. Мы ни от кого не скрываемся. Нам, даже журналисты, которые к нам приезжают, мы их всех пускаем, с ними общаемся. Ну, конечно, они потом всю эту информацию как-то перевирают, дают ее по-другому. Но, по крайней мере... А это для вас тоже, то, что они дают по-другому. На самом деле это показывает вам, как вы и ваш проект выглядит с их точки зрения, которая сформирована их убеждениями и мировоззрением. То есть у всех разный опыт, и вот именно так вы, они не врут, а именно так вы выглядите с их позиции. Я понял. Ну, то есть они нас так и воспринимают, Да, как они нас показывают. То есть да. они выцепляют из контекста то, что они бы считали правдой. Ну, то есть вот то, что они показали как нечто важное, для них это те точки, за которые они зацепились, и та критика тех особенностей, которые они есть, они видят в этом проблему. И чтобы не вступать с ними в конфликт, важно проанализировать каждое их утверждение, что именно вызвало критику, как это было воспринято, и есть ли в этом на самом деле проблема для вас или нет. Вот такой вопрос.
Немножко такой вот даже не смешной, мне кажется. А вам не жалко ученых, которые годами отправляют вам сигналы в космос и, не получив ответов, набрасываются на контактеров и тем самым тормозят научный прогресс? Они могут выйти на контакт теми способами, которые у нас есть. Какие сигналы они посылают, мы не пользуемся такими приборами. Ну а почему бы не послать им такой же сигнал на таком же приборе, чтобы они его получили? И в этом сигнале написать: пользуйтесь другими приборами, мы не поддерживаем эту связь. Это поставит их в положение, когда они будут показывать то, что мы им передали, и это все войдет в научную... Так, сейчас я расскажу. Сейчас. Просто, чтобы ты и другие люди почувствовали, что тогда произойдет. Да, мне интересно. Вот ученый получает сигнал, который он однозначно свидетельствует о том, что ему кто-то послал разумный. Кому он сообщит об этом сигнале, как ты считаешь? Ну, начальству своему. Что они будут делать? Ну, будут фиксировать этот сигнал. И по закону что должно быть дальше? Сообщить первому лицу государства о том, что настроен сигнал контакт. Как он будет реагировать, если уже знает об этом? Даже не знаю, как он будет реагировать. Ну, Перепроверьте свой сигнал. Получите. еще раз перепроверили, он есть. И перед ним встает сразу такая дилемма. Либо сообщать, что все это правда, а значит нужно. И тем более он не знает, по какой причине наши цивилизации ему открылись. Значит, возможно, они будут вообще все рассекречивать. Значит, его единственное будет, у него будет дилемма, либо уже открывать и идти на контакт с нами и готовиться к вступлению в Межзвездный Союз, либо, если он не согласен вступать, а я уже говорил вначале, почему они не согласны, либо объявлять все это фейком, приборы неправильными, ученого объявлять как фантазера, либо как шизофреника, и все это закрывать. То есть мы бы его подвергнем, так же, как и с физическими доказательствами контактеров, так же, как и с физическими доказательствами ученым, мы же самого этого ученого и подвергнем опасности. Он тоже может внезапно исчезнуть или внезапно чем-то отравиться. Да, как все сложно вообще. И что тогда делать? Ждать чего? Чего тогда ждать? Как тогда настраивать этот контакт? Как входить в этот контакт тогда? Если все против этого контакта. Какие вообще есть вот советы? Как вообще подготовить, не знаю, правительство, человечество? Вот. Только так, как вы работаете. Это вы уже делаете, на самом деле, очень много. Там, что вы оповещаете о законах Межзвездного Союза, можно сравнивать, то есть, да, я уже говорила, рассказывать о наших законах, рассказывать о нашем существовании. Пусть это пока без доказательств, но зато это готовит человечество к контакту. Я понял. В общем, потихонечку заниматься своей работой, не наглеть и не делать никаких резких движений. Угу. Как вообще Межзвездный Союз оценивает сейчас мнение землян по готовности к массовому контакту с ними? Ты сам видишь, что не выполняют никакие условия, никак пока не готовы. Хотел бы узнать, а вот как вот, допустим, инопланетяне, которые находятся на базах на Луне, оценили, или не оценили, а поняли, ну как вот они восприняли, что земляне прилетели на Луну? И какие были попытки действия со стороны этих внеземных цивилизаций для того, чтобы, ну, или прогнать там, или... Наблюдали? Наблюдали? Да. Кстати, мы вас ждем на Луне и на Марсе, когда вы будете строить свои базы. Вот там уже будет больше маневра для контакта. Опять же,
и опасности для самих космонавтов меньше, потому что они будут удалены от Земли. И мы там сможем выйти с ними на контакт. И даже если они сообщат об этом на Землю, и правительство будет настроено негативно, они всегда смогут переформулировать, переиграть эту историю и сказать, что я пошутил или там был в негативном, в неадекватном состоянии. Я хочу сказать, что те спецслужбы, которые все это скрывают, на самом деле они не шутят. Есть договор о том, что они позволяют существовать контактерам и нести информацию без физических доказательств. Для них это вопрос выживания. Ну, то есть не их выживание физического, а выживание их в том мире, к которому они привыкли. Они к нам негативно относятся, поэтому я рекомендую играть по их правилам и не вступать с ними в борьбу, вы проиграете ее. Это понятно. А какая вероятность того, что США официально признают существование инопланетян в ближайшие 2 года? Меньше 1%. Им это сейчас не нужно. Некоторые американские контактеры, и не только американские контактеры, сообщают о том, что будет открытый массовый контакт в 27-м, в 28-й годах. Я уже говорила, что массовый контакт будет либо вынужденный, либо если вы будете готовы. Пока такой готовности нет. Значит, получается, тогда они говорят о вынужденном контакте. Мы надеемся, что такого не будет, потому что такое будет только в случае опасности разрушения всей Земли. А как быстро вы вступите, как быстро вы перекроете возможность разрушить всю Землю? Допустим, ну не дай бог там какая-нибудь ядерная война начнется. Ну не дай бог, конечно же, я ни в коем случае не говорю. Как вы можете быстро предотвратить это? Это же будет пущено огромное количество ракет. Успеете ли вы эти ракеты перехватить? Успеете ли вы сохранить планету в той форме, в которой она есть, чтобы она не разрушилась? Бергасов, подскажи, пожалуйста, как ты это видишь? Успеете ли вы это сделать? У нас есть все базы, где находятся ядерные ракеты, они под наблюдением находятся тех инопланетных баз, которые есть на Земле, под землей. И да, будет все перекрыто. И я думаю, что мы, хотя нам и придется вступить в этом случае, к сожалению, в бой с вашими армиями, но мы все равно вас защитим. Но только такой контакт будет очень трагический. Это может отодвинуть человечество от вступления в Межзвездный Союз еще на многие столетия. Потому что вы будете... Очень многие люди на Земле будут настроены негативно к нам. Ну да, непонятно же получается. А еще вас могут обвинить, что это вы запустили эти ядерные бомбы, да? Вы понимаете, что вам выстроят образ, в котором ваши земные армии, ваши земные солдаты будут защищать Землю от нашествия, а мы будем захватчиками и агрессорами. То есть семена ненависти посеются еще на долгие столетия. Ё-моё, и быстро не вступить, и долго не вступить. А когда что-то вступать-то? То есть я так понимаю, что до конца моей жизни никакого вступления в Межзвездный Союз не будет. Даже это даже не главное. Главное, что сейчас вы сеете те семена, которые могут взойти в будущем. Да это я понимаю, поэтому и занимаемся мы этим. Да. Так. Ну, еще пару вопросов я задам, потому что время уже, мы уже больше 1,5 часов в прямом эфире. И уже Иришка тоже устала. Я сейчас прям найду какие-нибудь... Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях какой-нибудь очень интересный вопрос, который можно спросить. А я пока дальше пройду по тем вопросам, которые вы уже написали. Потому что сейчас Иришка тоже смотрит комментарии. Может быть, она какой-то комментарий сейчас найдет и его, допустим, прочитает. Пока я ищу другой.
Подскажите, пожалуйста, если снится сон про инопланетян, что они воюют между собой на Земле, к чему этот может быть сон? У всех индивидуально. У кого-то это воспоминание, может быть, о войне 12 тысяч лет назад, из прошлой жизни. А у кого-то это образное восприятие войны, его собственных идей в душе. Такое тоже может быть. Они могут принимать и форму инопланетян. А для кого-то это вообще контакт с плазмоидами, который таким образом пугает человека. Нужно смотреть конкретно. Действительно ли есть какие-то технологии межзвездные, которые формируют порталы в небе, и через эти порталы корабли улетают? Нет, у нас другой способ. Мы уже говорили, какой у нас способ передвижения. Да, да, я знаю. Ну а есть какие-то другие расы, которые могут посещать Землю через какие-то порталы, Нет, кроме плазмоидных. кроме плазмоидов, я понял. А у них есть порталы, да. А могут ли плазмоиды открывать порталы для физических объектов? Нет, Только для своих объектов тонкоматериальных, да. да? А могут ли тонкоматериальные объекты выглядеть как физические? Но только для восприятия самого человека, но это не будет фиксироваться в том виде вашими физическими приборами. Я понял. Для восприятия самого человека может выглядеть, да? Да. Скажите еще, пожалуйста, а когда будет восстановлена, когда будет Марс восстановлен? Когда там смогут опять реки появиться, моря, зеленая растительность? Сейчас вам необходимо Землей заниматься, не Марсом. Ну, это понятно, что Землей. Но вот люди интересуются. Вначале нужно навести порядок в своем доме, потом вокруг него, потом в своем городе, а потом на всей Земле, а потом думать о других планетах. Мгм. Вот интересуются, могут ли передать ученые МС и ГФС для всего человечества технологии восстановления утраченных конечностей и органов? Ну, я-то знаю ответ, но просто вопрос. Только когда вступите в Межзвездный Союз. Все верно. Когда вступим в Межзвездный Союз? Там. Эм, Что бы вы еще хотели сказать сами, лично, нашим зрителям и вообще тем, кто посмотрит этот эфир? Я хочу сказать, сейчас Дабергастер, то, что вы делаете, это действительно очень важно. То, что ты делаешь, то, что Ирина делает, то, что делает каждый человек, который находится в вашем проекте. И это важно не только для повышения ваших вибраций и исполнения задачи воплощения своей личной, но и важно для того, чтобы приготовить планету Земля к массовому контакту в будущем. Соответственно, чтобы этот контакт прошел мирно. И это одна из ваших социальных задач в этом воплощении, которое вы выбрали. Я хочу сказать, что вы справляетесь, вы выполняете эту задачу. И хочу снова напомнить, что мир, прежде всего, между эзотериками и контактерами, это первый шаг на пути объединения всех людей, всех религий и народов в единую цель прекращения войн, конфликтов и созданию мирной жизни на планете Земля. Если вы не сделаете этот шаг, его не больше некому будет сделать. Потому что у вас есть то, что нет. Конечно, вы можете спросить, почему религии этого не делают. Потому что они принимают догму, они принимают закон, они принимают буквы за опыт личного взаимодействия с Богом. А это их уводит от мира, так как догмы разные. У вас этого ограничений нет. Поэтому здесь вы на первом... Вы здесь пример для цивилизации. Вы эзотерики и контактер. Ну, спасибо. Ответственность у нас. Фактически за вступление в Межзвездный Союз. Он говорит, потому что вы не случайно воплотились именно в это время.
А что вы нам порекомендуете как проекту Кассиопея и вообще, в принципе, нашим зрителям, которые нам доверяют, верят, как себя сейчас вести, чтобы не попасть вот в эти жернова религии, государства? Объединяться между собой и показывать им, что вы не ругаетесь, что вы идете вместе, несмотря на разногласия. Потому что сейчас они видят вас, ну не просто там своих конкурентов, а они видят вас мелкие группы, которые каждый говорит по-своему и, ну так сказать, боится, у него есть страхи впустить в свою аудиторию других. И от этого они понимают, что вы такие же, как и они. Вы тоже переполнены догмами и их отстаиваете. А если они увидят, что вы действительно несете свет, они уже по-другому будут к вам относиться. Мгм. Я благодарю вас, я благодарю тебя, Бергастер, я благодарю тебя, Миракаун, за Благодарю. твое присутствие, я благодарю Мидгасхаус и Лишони, я вас очень сильно чувствовал, вашу поддержку. И благодарю вас, наши дорогие друзья. Обязательно пишите вопросы, заходите на сайт, где вы можете сами выбрать тему следующего эфира. Написать вопросы уже к существующим темам эфира, которые есть размещены на сайтах. И ждем вас у нас в гостях в нашем Воронежском центре. Поэтому всегда рада вас видеть для обучения. Уверен, что в ближайшее время мы очень сильно расширим образовательную программу. Мы здесь будем встречаться с различными учеными по разным программам, с различными другими школами, направлениями, которые изучают эзотерику, психологию. И уверен, что мы сможем вместе с вами создать уникальный проект, который покажет нашему обществу, нашим религиям и нашему государству о том, что мы не просто шизотерики, а о том, что мы грамотные люди, которые могут любить, нести радость, счастье, договариваться и помогать друг другу. Ирин, большое тебе спасибо. Благодарю Бергастер, благодарю Мирахкаун, благодарю Лишиони, благодарю Медгаскаус, благодарю свое высшее Я за помощь в этом контакте, благодарю Максима, благодарю вас, дорогие друзья, за участие в нашем проекте, за вашу помощь материальную, духовную. И посылаю вам свет своей любви. Мы все вместе, мы дальше идем вместе. И в любом случае делаем все от нас возможное для нашей планеты и для нашей души. Присоединяйтесь к нашему клубу, рады будем вас видеть. Все, всем до новых встреч, пока.